Всем привет, дорогие друзья! До релиза версии 5.0.0 и соответствующего выхода eFootball 2026 остается все меньше времени, и Konami сообщили, что вместе с обновлением до версии 5.0.0 у нас снова появится возможность изменить регион для нашего аккаунта. Если кто помнит, то во время предыдущей подобной возможности был огромный ажиотаж, множество вопросов, на какой регион стоит переходить или не стоит переходить вовсе, какие от этого преимущества и какие от этого минусы, будут ли какие-то плохие последствия и что это вообще из себя все представляет. Поэтому, предугадывая подобные вопросы и в этот раз, давайте постараемся разобраться в рамках данного ролика. К слову, если вам необходимо пополнить ваш баланс монеточек в eFootball Mobile или в любой другой мобильной игре, то вам на PlayRock, ведь на их сайте собраны одни из самых выгоднейших предложений на рынке, а также вы всегда можете предложить свои товары и услуги. А если вы обладатель такой платформы, как ПК, и играете в Steam, и вам необходимо пополнить его баланс, то это также можно сделать на PlayRock с наименьшей комиссией на рынке. Приобрести монеты и все остальное на их сайте вы можете в пару кликов, и что самое главное, безопасно. А учитывая, что PlayRock также любит проводить розыгрыши, в их официальном ТГ-канале проходит один из таких, в котором можно выиграть iPhone 16 за подписку на ТГ-канал. Все это и не только вы сможете найти по ссылке в описании и в закрепленном комментарии. Ну так, о чем это я? Точно. Первый и самый главный вопрос: на что же влияет смена региона для вашего аккаунта? Ответ: на контент, который вы будете получать время от времени. Дело в том, что после зимнего, по-моему, обновления Konami стали иногда разделять контент для некоторых регионов, так сказать, сотрудничая с местными инфлюенсерами. Таким образом, в Турции, по-моему, в Бразилии были отдельные мини-компании со здешними блогерами и прочими говорящими головами, которые получили свое отражение в игре. Ну, знаете, это небольшие ивенты, возможно, пара монеточек и парочка фановых раздаваемых карточек. По сути, это самое главное, на что влияет как раз-таки смена региона. Тогда как все остальное, по части каких-то привилегий, каких-то иных возможностей, такого в игре не предусмотрено, ну, по большей части. Есть, конечно, некоторые исключения в виде той же самой Японии, поскольку там в начале каждой новой недели раздают по 25 золотых монеточек. Но, как по мне, это такой себе плюс. Ведь помимо ранее упомянутого контента, со смены региона также меняются и ивенты, которые вы проходите. Например, если вы переключаетесь на Японию, то в ваших ивентах время от времени будут появляться ивенты с японскими клубами на те самые заветные 50 золотых монет. Тогда как на нашем стандартном регионе мы играем либо Unlimited, либо по одной из топовых лиг — Италии, Испании или Англии. Там же вы будете играть в зависимости от региона. Турецкий регион — ивент на 50 монеточек с турецкими клубами. Японский регион — ивент с японскими клубами, также на 50 монеточек. И, в общем, вы поняли. Если также иной раз вспомнить, то в некоторых регионах крайне-крайне редко происходит раздача тех же самых эпических карточек. Как, например, было с эпической карточкой Изика времен игры за Фламенго, если я не ошибаюсь. Тогда его карточку раздавали в определенных регионах. По-моему, в Мексике, в Бразилии, в Португалии и, в общем-то, во всех похожих регионах. То есть далеко не для всех. Ну и, наверное, самое такое главное преимущество в смене региона для некоторых аккаунтов заключается в небольшом нововведении, которое появилось как раз-таки в 25-й части. Просмотр рекламы и получение за это возможности покрутить эпический набор. Опять же, подобная возможность доступна далеко не на всех аккаунтах, то есть не на всех регионах, и что самое главное, только на одной платформе, а именно на мобильных устройствах. То есть мы с вами, ПКшники и консольщики, по этой части отпадаем. Если же вам интересна подобная возможность, а именно просмотр рекламы и получение за это пары-тройки монеточек и возможности покрутить эпический пак, то, если я не ошибаюсь, подобная возможность доступна только в ограниченных регионах, а именно в Бразилии, Колумбии, Бангладеше, Марокко, Турции и Алжире. Но в некоторых регионах есть и свои ограничения. Например, если вы переключитесь на Бельгию, то с высокой долей вероятности из игры у вас пропадут всякие паки. Поскольку в Бельгии действует этакое правило, что подобные паки, они приравниваются к лутбоксам, а с лутбоксами в Бельгии отношения достаточно натянутые. И всяческое их упоминание, присутствие старается по возможности вырезаться. И, соответственно, если у вас это из игры пропадает, то пропадает значительная часть и контента тоже.
Влияет ли смена региона на ваш коннект, ваш пинг и в целом качество соединения по ходу игры? На самом деле регион вашего аккаунта на это никак не влияет. На это влияет сервер, к которому вы подключаетесь, когда вас коннектит с тем или иным игроком. Поэтому, если вы надумываете перейти на какой-нибудь турецкий регион или японский регион, то знайте, что от смены региона ваше качество соединения не должно измениться. А если вы будете наблюдать что-то такое, то это от региона никак не зависит. И поэтому иной раз себя накручивать также не стоит. Поэтому стоит ли менять регион после того, как нам позволят снова это сделать, я бы, наверное, сказал, что нет, нежели да. Поскольку смена региона чего-то глобального в вашем контенте не изменит, только вот по мелочи касаемо ивентов на 50 монеточек, да, время от времени проходят какие-то отдельные, так сказать, эксклюзивные кампании, но проходят они крайне редко, и их ценность, ну, сами понимаете, не такая высокая, как могла бы быть. Поэтому от смены региона ваш игровой экспириенс, я бы не сказал, что сильно изменится, а для кого-то он даже слегка затруднится, учитывая, что не всем нравится играть те же самые ивенты на 50 монеточек против японских клубов. Надеюсь, что этим роликом я смог ответить на некоторые из ваших вопросов. В комментариях пишите, будете ли вы менять регион своего аккаунта, и если да, то на какой регион планируете переходить. Также не забывайте поддерживать это видео своими большими пальцами вверх, подписывайтесь на канал, если вы находитесь здесь впервые, и прожимайте колокольчик для уведомлений. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и до скорых встреч!